Итак, друзья, привет! Приветствуем всех! С вами в кадре Сергей. Как всегда, Андрей. И солнцемобиль для ночи. Итак, под последним роликом вы написали то, что вы уже не надеялись увидеть этот мобиль, но мы пошли вот так, что вы его увидели все-таки. Ребят, еще хочется сказать к вопросу, почему мы строим так долго. Мы действительно строим для себя. Мы его действительно строим с правильной посадкой, с правильными нюансами техническими. И в целом мы хотим его использовать в нашей бытовой жизни. Мы строим его так, как нравится нам. Мы получаем от этого удовольствие, поэтому спешки большой нет. По поводу привлечения внимания к нашему каналу и гонках в Казахстане. Скажем так, все это дело начиналось немного заранее, и ситуация в мире была немного другой. Поэтому мы зацепились, мы строим, и если нас наш мобиль устроит, мы обязательно поучаствуем в этой гонке. При том, что наш мобиль полностью проходит по всему регламенту, который установил Никита, и вполне мог бы поехать. Но почему мы не поехали, мы расскажем в конце ролика. На вопрос, с Воронежа мы или нет, да, мы с Воронежа. Мы компания Alif Studio, которая строит вот этот солнцемобиль. Почему мы ехали ночью? Все, просто на самом деле. Потому что, первое, загруженность транспортная минимальна. Это был первый выезд. Мы были, скажем так, немножко подготовлены к тем или иным форс-мажорам, которых, кстати, не случилось. И как вы понимаете, мы находимся в миллионном городе. И представьте, как вот на этом ехать среди дня. Просто толкаться в пробках. Поэтому ночью самый идеальный вариант. Итак, в комментариях кто-то нас очень сильно ругает, кто-то очень сильно хвалит. В нашем аппарате, конечно, есть много технических моментов, которые реально получились очень круто. Но также есть моменты, в которых мы что-то не учли, что-то не доделали и, возможно, еще будем не раз переделывать. И как только мы добьемся результата, который нас удовлетворит в каждых нюансах, мы, безусловно, отправим этот мобиль в серийное производство от нашей компании. И в путешествие. Класс! Как вы помните, с самого начала проекта мы планировали использовать коробку переключения передач. От этого агрегата мы на данный момент отказались. Возможно, мы его используем в других проектах. В данном случае мы посчитали, что он будет не актуален. Потому что хотелось резко включать те или иные передачи, повышать, понижать. Но, как вы помните, там не было сцепления, были массы нюансов. Поэтому мы это все реализовали в нашей коробке условной. Электронной коробке, в которой будет спорт-режим, спорт плюс режим, нормал режим. И вообще в целом, это же гоночный болид, поэтому все должно быть классно. Также отказались мы от коробки передач по банальной причине, это вес. А панели будут солнечные? Подсолнечные будут панели. Что можно сказать? Наша пневмоподвеска – это уникальность разработки, это шедевральность разработки. Может, не надо таких заявлений делать? Почему? Итак, ребят, касаемо вопроса размера солнечных панелей и их размещения, хотелось бы сделать определенное обоснование, как это видим мы. Есть несколько вариантов размещения солнечных панелей, но ни в коем случае не на поверхности крыши. В любом случае панель будет размещаться над поверхностью кузова. Это улучшит охлаждение. Первый вариант для использования в городе. Это будет небольшая платформа со складывающимися панелями. Они будут автоматически раскладываться и наводиться на солнце тоже автоматически. То есть для движения в городе, использования эксплуатации, большая площадь панели не нужна. Также будет предусмотрено ограничение скорости на разложенных панелях в, опять же, тематике города. Ну а для трассы, для перегонов и для больших зарядок есть дополнительное решение. Второй вариант расположения солнечных панелей – это большая
платформа, которая будет складываться не совсем компактной, она будет рассчитана для большого пробега, для большой дальности, для того же пробега по Казахстану, но я все-таки думаю, мы будем устраивать пробег по России. Также хочется отметить, в случае с большой платформой у нас получается солнцелет, поэтому мы пока еще до летательных моментов не предусмотрели крылья, выносы, ну масса нюансов. Итак, ребят, по поводу давящей крыши, про которую вы постоянно пишете, и сомнений на самом деле у многих много. Вот, Андрей, наверное, надо присесть и показать все-таки еще раз, какая высота, на что она как давит. Хочу обратить ваше внимание, что высота крыши салона, в принципе, была рассчитана под рост человека, который на нем собирался ехать в путешествие. Также, если вдруг в какой-то момент окажется, что высоты все-таки мало, и вы окажетесь правы, у нас есть вариант опустить сиденье практически на 5 сантиметров. А сейчас я сяду в мобиль и покажу, сколько места над головой у меня остается. Для того, чтобы показать вам реальную высоту, берем вот такой прекрасный светильник. Все связано со светом. И вот даже в бейсболке Андрей сидит и не цепляет. А теперь самое главное. Вы видели всегда, что сиденье стоит в вертикальном положении. На самом деле ехать нужно вот так. То есть, если мы передвинем, вы понимаете, да, уровень высоты, который будет более чем идеальным. Ну, собственно, это прям гоночный болид. Для тех, кто не знает, в гоночных автомобилях ты сидишь фактически вот так. И просто лежишь и кайфуешь. Я поехал. Оттуда мы и да. Он еще играется в момент съемок. Катается тут. Кайфует, блин. Андрей. На самом деле, за это время, пока нас не было на ютубе, мы очень много на нем покатались, получили кучу эмоций. Почти каждый сотрудник компании покатался, даже картриджи развезли некоторым клиентам. На самом деле получается очень круто. Итак, к вопросу о расчетной массе данного автомобиля. Мы примерно предполагаем, что данный аппарат будет весить 150-170 килограмм без водителя. И сейчас я вам покажу, в принципе, что это вполне возможно. Безусловно, Андрей ходил в зал, тренировался перед этой съемкой. То есть я свободно поднимаю так его легко одной рукой. поднимает перед. Отвечая на вопрос по энергопотреблению пневмоподвески. То есть данная система, в принципе, потребляет энергии столько, сколько потребляет автомобильный компрессор за 20-30 секунд работы. То есть один раз накачав систему, сев в автомобиль, можно проехать хоть 100-200 километров, если вы с него не выходите. Также данная подвеска будет отрабатывать в случае, когда я выхожу из автомобиля. То есть вес автомобиля уменьшается практически вдвое. Смотрите. Подвеска не подпрыгивает, а плавно регулируется и встает в нужный уровень заданный. Система управления пневмоподвеской собрана на Arduino. Данная система на данный момент не может работать с вывешиваниями, не может работать со стабилизацией. Но это все вполне можно реализовать программно. И мы над этим поработаем, соберем полноценное видео и обязательно вам все расскажем, как это работает, как это можно усовершенствовать и даже как вы сможете это использовать на своем автомобиле. Но, безусловно, сейчас у вас стоит вопрос, а как мы сюда приехали? Потому что если посмотреть нашу предыдущую серию, кстати, если не смотрели, посмотрите ее, то вы не понимаете, мотор, что там с коробкой, какой привод, и все, этого же ничего не было. Мы долго мучились, долго переделывали, кучу раз все изменяли, но в итоге у нас все поехало, все получилось, и сейчас мы вам все покажем. Оставайся с нами. Итак, переходим к самому главному, к нашему силовому агрегату. Смотрите, что у нас получилось. Мы использовали дифференциал. Дифференциал использован от трицикла Ситикока. Чулки мы изготавливали сами. Все ручную, болгарка, дрель, все как вы любите, все своими руками. Там стоят подшипники, стоят сальники, ничего никуда не бежит. В редукторе залито специальное масло. Мотор мы использовали Quanshun, мотор 2-3 киловаттный. То есть, в принципе, в пиках он может до 7-8 киловатт выдавать. Для соединения мотора с редуктором мы использовали ременную передачу. Почему был выбран такой вариант? Дело в том, что в самом редукторе идет понижение 11 к 1. И для того, чтобы хоть как-то получить те скорости, на которые мы рассчитывали, нам пришлось немножечко увеличить обороты. Ремень и шкивы использованы от ВАЗ-2109, который можно купить в любом магазине, в любом краю света. Также, как можете заметить, тормозов у нас здесь нет.
Тормоза мы все-таки решили перенести к колесам, и сейчас мы вам про них расскажем поподробнее. Переходим к тормозам. Как можете видеть, тормоза у нас гидравлические. Диски использованы от мопеда, диаметр диска 24 сантиметра. Суппорта использованы мотоциклетные, двухпоршневые. Усилия этих суппортов вполне достаточно, чтобы остановить эту штуку даже на склоне в 45 градусов. Мы уже это проверили, и тормозит он просто великолепно. Система гидравлическая, в принципе, вся от классики «Жигулей». Использованы все шланги, трубки, тормозной цилиндр. Все от «Жигуля». Также мы предусмотрели так, чтобы наша тормозная система никак не была привязана к колесам. Сейчас у нас все 4 колеса взаимозаменяемые. И также сюда можно установить любое колесо от любого мопеда без всякой подготовки. Просто вот нашли спицевое, оно не со спицами, литое. Просто взяли, поставили, вытащили с него подшипники, установили, прикрутили. То есть проблем вообще никаких нет. А теперь кататься и тормозить. Сейчас мы прокатимся и покажем эффективность наших тормозов. Да и в принципе, как она есть. На Ю спустим. Давай, погнали. Автомобиль шикарно рулится и тормозит просто обалденно. А сейчас мы подъедем к нашему служебному автомобилю и сравним их габариты. Мы подъехали к нашему служебному автомобилю для того, чтобы вы примерно понимали габариты нашего солнцемобиля. Напомним, его высота 1,20 сантиметров, длина 3,80. Но если сравнивать с Peugeot Partner, со всеми выступами, ну он очень схож на самом деле. Поэтому, ребят, на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Те, кто не подписался, подписывайтесь. А Андрей поехал кататься. Спасибо вам за поддержку. Всем пока. А мы поехали кататься.